Год назад не было повышения цен, не было таких Много доходов, всего расходов. поменялось. Да. Мы Мгм. ведем учет всех расходов. Самой главной категорией трат остается жилье. Каждые выходные там кола, еще что-нибудь, это тоже такой, знаете, денег больше Так, надо уходит. взяться за контроль. Каждый месяц мы с Сашей все время говорим: все, вот в этом месяце нам уже больше ничего не надо, вообще ничего жить не будем покупать. Ну и еще у нас есть одна категория расходов, это наша Появилась переделка, в да. мае. Мы не включали единоразовые расходы типа установка Мгм. брекетов, поход в автошколу. Сумма расходов со всеми вообще тратами вышла почти такой же, как и наш доход. Там 300 злотых в месяц разница. Ребята, всем привет! Привет! Спасибо большое, что заглянули на наш канал. Обязательно оставайтесь с нами, подписывайтесь, если Да. не подписаны. Полностью поддерживаю. Лайки, подписки всегда классно, потому что мы тоже стараемся, делимся важной, полезной информацией. Всегда у нас что-то происходит. Да, поэтому я думаю, никто Мгм. не должен пожалеть, что подписался. Судя по названию этого видео, вы уже поняли, о чем будет идти речь. Год назад мы уже записывали примерное видео. Даже не примерно, а точно такое, но год назад не было повышения цен, не было таких Много доходов, всего расходов. поменялось. Да, поэтому мы решили записать. Я думаю, что это будет очень полезно, да, Сашка? Да, ну мы даже для себя Да, хотели для себя. узнать. Ну, потому Саш, что да. видно, что тратим больше, и поскольку мы Мгм. ведем учет всех расходов, ну, понятно, что тратим больше, но не было такого анализа. Мгм. И вот как раз для этого видео мы сели, все просчитали и Да. узнали все Время точно. заняло это долго. Короче, погнали. Как и год назад, самой главной категорией трат остается жилье. Это квартира плюс какие-то покупки для дома. У нас квартплата вместе как бы идет уже с коммунальными совсем, мы просто платим хозяину. Она повысилась с 2000 до 250 злотых. Ну, не так много, очень приемлемо. Да, учитывая уровень цены, мы смотрели квартиры, сколько Мгм. стоят, и такую же снять вот заново стоило бы где-то на 500 дороже, минимум. Поэтому мы очень довольны, что остались здесь, плюс нам позволили завести... Собаку. Да, все очень классно сложилось. И получается, что вот, ну, как бы за аренду плюс иногда редкие какие-то покупки, там, типа в Икее или еще что-то, Мгм. в среднем в месяц уходит у нас 2300. В прошлом году у нас выходило за месяц 2200. То есть не очень, да, значительно? Ну, как бы, не учитывая, если учитывать это повышение, то мы даже меньше стали тратить на что-то другое. Ну, просто мы вначале все Декор купили. какой-то, да, больше И вставляли. со временем, ребята, я поняла, что декор, вот такой, как я, знаете, там себе представляла в Пинтересте, люблю смотреть, или в Ютубе, то как-то это все-таки не мое, потому что, ну, я не знаю, я не вижу, вот нет у меня вот такого взгляда дизайнера, и плюс я не хочу... у нас очень маленькое пространство. Маленькое, это не Да. наше, Мгм. тут как бы ничего вкладываться особо не хочется. Ну да. Перевозить потом Да, что-то. именно вот все, что Саша сказала, все, что я сказала, вот именно по этим причинам. Ну и самая моя любимая категория — это еда. Все знают, что я очень люблю поесть, очень люблю покупать всякие вкусняшки, особенно в Польше. И мы тратим на это в месяц в среднем 1306 злотых. Да, это, конечно, Это- самая выросшая категория, наверное, потому что цены на продукты выросли. В прошлом году мы тратили 940 в среднем. Мгм. Ну, как бы Класс. прирост сильный. Ну, плюс еще и мы стали больше что-то там покупать, знаете ли. Ну, не намного. Ну, Плюс-минус. например, если раньше мы покупали там рыбу на скидке, были раньше, то сейчас мы не находим эту скидку, поэтому мы покупаем эту рыбу без скидок. И на мясо выросли цены. Там, я не знаю, больше я стала пить энергетиков, соков каких-то. Я после работы иногда иду. Или вот, например, на учебу, если я иду, то на учебе я люблю там что-нибудь колу покупать, выпить. Ну, это тоже каждые выходные там кола, еще что-нибудь. Это тоже такой, знаете, денег больше Так, надо уходит. взяться за контроль в этой сфере. А типа ты не знал? Ну, не настолько же. Так смешно, не могу. Откровение. Сашка не знал. Знал он? Ты что-то не знал? Получается, что я как маленький ребенок, который дорвался до денег,
и хочет купить всяких вкусняшек. Я очень люблю сладости, особенно если мы идем в экшен. Там вообще классные всякие штуки, да? Мы там скупаем все. Но, кстати, вот еще хотела заметить, что мы экономим на еде, потому что у Саши есть такие ваучеры на работе дают. Ну да. И на эти ваучеры мы идем, и там так закупаемся в этих магазинах, что у нас, кстати, есть видео об этом, и не одно, а целых несколько, поэтому где-нибудь прикрепим, обязательно переходите и смотрите, что там за ваучеры, как мы экономим деньги. Следующая категория – это интернет, мобильная связь. Как бы ничего нового с прошлого года здесь у нас нету, но затраты чуть-чуть скорректировались, потому что там, пока мы подключили, пока то все. Сейчас мы в месяц вот четко тратим 116 злотых, 60 на мобильную связь и 56 за интернет. В прошлом году траты у нас выходили 100 злотых в месяц среднего. Ну и про транспорт, наверное, это уместнее рассказать мне, потому что я больше езжу. Транспорт на работу я хожу пешком. Кстати, если бы я, наверное, ездила, то все-таки больше бы мы тратили, да. На работу я хожу пешком, но я на учебу езжу. Ну и так нам в город когда-нибудь сгонять. Но в Лоде все так компактно. Вот мы живем в этом вот круге Лоде, где можно все дойти. Тратим мы на проезд 96 в среднем злотых, как-то и немало, кажется. Ну, это автобусы, трамваи. Ну, в прошлом году мы тратили больше. Но, 130. учитывая, что повысилась ставка на проезд в Ну, общественный это транспорт, недавно было. Тут. не так давно, 4,40 у нас сейчас стоит в Лоде. Да. Поэтому сейчас еще чаще ходим пешком. Следующая категория – это одежда и обувь. Ну, мы периодически, конечно, что-то покупаем, не каждый месяц, но в среднем вот вышло 320 злотых. При том, что мы покупали и кроссовки, и пуховик. Что-то мы возвращали, правда, особенно обувь. Сравнивая с прошлым годом, там было 300 злотых, то есть немножко выросло. Ну, как бы просто по мере надобности мы что-то покупаем из обуви или одежды. Ну, вообще такие не шопоголики, мы больше по еде. Ну, мы больше закупились уже вот все одежды необходимые, обувью, и уже редко что-то докупаем. И вообще у нас мало места и в квартире, и в шкафу. Нам даже повезло, что у нас такой маленький шкаф, что туда вмещается только вот определенное количество вещей. Мы знаем, что нет, если хочется что-то купить, то да куда мы это положим, да? Дальше у нас идут траты на здоровье. Если в прошлом году там была мизерная сумма, типа 25 злотых в месяц, то, конечно, уже за год пришлось нам что-то потратить. Но мы целенаправленно как бы исключили из этой категории траты на брекеты, потому что, это все-таки отдельно. Да, это как бы, не для каждого это актуально. Да. Но мы оставили какие-то там небольшие походы к стоматологу, потому что, это всем нужно, и за год, хоть раз-то желательно сходить. В итоге в среднем выходит 130 злотых. В месяц. Вот такие расходы. Тут к нам Чупеределка пришел. Он не очень любит сниматься. Может, ненадолго. Да. Следующая категория – это гигиена. Это мы вписываем мои волосы. Большую часть заняли волосы. Да. Стрижка, потом я делала на выпрямление. И в среднем это у нас получается 185 злотых. Мы все-таки тратим на Росман. Ну да, здесь меньшая этого, часть да. Росман, большая часть волосы. Даже сходить закупиться там паста, гель, мешки мусорные, все такое, это тоже выходит недешево. Ну да, постоянно что-то заканчивается из химии. Но из-за волос, конечно, вышла уже такая сумма. В прошлом году было 52 всего. Постричь волосы было недорого, а вот и кератиновое выпрямление, это, конечно, девочки знают, это дороже. В следующей категории будет прочее плюс подарки. Так у нас оно было в прошлом году. И в прошлом году там вышло 830 злотых, но это больше из-за того, что мы покупку камеры включали в эту категорию. В этом году мы уже завели отдельную для этого, для техники категорию, поэтому расскажем о ней чуть позже. И если вот в прошлом году у нас в среднем вышло 830 в месяц на эту категорию, то сейчас это 163 злотых. Все меньше каких-то расходов мы относим в прочее. Наверное, большую часть тут заняли у нас подарки даже в этой категории. 163 в месяц как бы. Что-то входит, остатки всякие.
Одна из наших любимых категорий после еды — это путешествия. Но так как у нас нету карты побыта, мы уже путешествуем не так часто, ну так по Польше иногда. Вот мы ездили в последнее время, это Морское Око, Закопаны, обязательно переходите. Будут ссылки. Так что приходите, посмотрите, если вы еще не смотрели. А также Краков, Да. Энерджеландия. Тоже было Это тоже классно, было, но это уже очень было классно. давно. Ну, пару месяцев назад все Да. еще. И трат на путешествие у нас выходит 420 злотых, это где-то средний в месяц. А в прошлом году сколько было? 325. В прошлом году у нас была виза, и мы, мне казалось, ездили часто. Ну, просто мы здесь не совсем учитываем расходы, которые мы не в злотых тратим. Поэтому в прошлом году было 325, в этом 420, и в этом году, ну, здесь расходы именно для путешествий по Польше, либо, наверное, какие-то вот подготовительные. Если мы летим куда-то за евро, то это не учитывается. Ну, Ну, потому что у нас обычно. есть евро, у нас есть доллары, есть злоты. И злотых мы покупаем тут, например, билеты до Варшавы обычно мы Не, уезжаем, можно, да? на Ryanair тоже иногда покупается в злотых. Я, правда, не помню, как я это вписывал. Возможно, вписывал, а возможно, это отдельные были Ну, подсчеты. обычно Мы тоже говорим обычно в поездках, сколько мы потратили. Обычно, когда мы едем в путешествие, мы тоже записываем, сколько мы потратили на билеты, на проживание, на еду и на вот это вот все. Но так вот, в общем, в злотых это вот такая сумма. На этом моменте сравнение уже с прошлогодним видео у нас заканчивается. Дальше идут новые категории. И первую мы уже упоминали, это техника. В прошлом году мы не засчитывали это отдельно, но в этом году было много покупок, в том числе дорогих. Самый дорогой был Lidl Mix. И не только. Мы монитор купили, там наушники, всякое браслет, барахло, часы, свет, ну. да. Всякое И в барахло. среднем- А, телефон тебе. Ну да. На. Поэтому в среднем-то сумма вышла такая, 445 А, мне злотых. часы. Ой, да много чего, если вспоминать. У нас столько коробок, это трэш. Да? Да, зубную щетку, Зубную щетку. мышку я покупал. Мы Ну, короче, теперь будем перечислять. 445 злотых в месяц. Вот так-то. Ну, в прошлом году мы уже сказали, мы не сравним. Ну, там камера Да. была, но она в другой категории. Вот такие дела, ребят. Каждый месяц мы с Сашей все время говорим, все, вот в этом месяце нам уже больше ничего не дать, а вообще ничего не будем покупать. И в скором времени вы узнаете, что мы еще решили купить. Ну и еще у нас есть одна категория расходов. Это наша Появилась чупи-роделка. в мае. Так, но в эту сумму не входит покупка чупи. Ну, это немножко, наверное, было бы странно Да. учитывать. Ну, мы посчитали и так, но тогда сумма получается уже очень такая странная. гигантская, Это, да. ну, это не бюджет на месяц. Это просто, как бы, мы Ну это сам факт, взяли это эту вот как сумму. поставить брекеты, понимаете? Да, поэтому мы вот исключили некоторые моменты. Мгм. И в среднем это вот, что мы там чуть покупаем, еду, какие-то вкусные... Тоже посылки. Да, ну еду, это вот посылки, Ну в да. основном по еде ему приходят, но болезнь, у нас Очень, Чупи болел, да. тоже есть в этом видео, обязательно посмотрите. Ну, болезнь, еда, какие-то вещички. Ветеринар часто, Да. особенно раньше мы ходили каждую там 2 недели. То прививка, то Да. там от глистов, то от клещей. Ну, это важно, это Ну, важно. первые да. месяцы очень часто надо было. Плюс он еще и заболел. Мгм. После болезни так вообще любой чих, любой пук чупин, мы сразу идем к ветеринару, а прийти к ветеринару это 60 плюс злотых, меньше это никогда, потому что там какую-нибудь витаминку 60 плюс еще 20, и 100-120 ты выкладываешь. Но ну так, ребята, когда вы заводите домашнее животное, это не только приятно и приятно и мило, это еще и, к сожалению, они болеют, и тоже надо за ними ухаживать. Вот так вот не бросишь его, ну, сам выйдешь, заживет, как на собаке, все, как говорят. И в среднем у нас на чупсика уходит 608 злотых, но мы постоянно почти вот, ну, раз в 2 месяца мы меняем корм, потому что он привередливый. Ну, это не то, что привередливый, просто мы находим какой-то новый, интересный. Ну и он привередливый, потому что он не хочет Он не есть ест сам по это. себе, Ну, да.
Но я еще хотел сказать, что 608, ну, это как бы не надо на это как бы рассчитывать, что это у всех так будет. Ну да, конечно. Ну, во-первых, когда маленький щенок, да, там надо к ветеринару ходить постоянно. Ну, болезнь, ну, никто не застрахован, понятно, тоже. Но вот если взять обычный месяц, там один поход к ветеринару, поход к грумеру, Еще грумер, купить точно. корм там и пару игрушек, ну, это 300 злотых можно уложиться в месяц. Просто вот учитывая все И это еще зависит от обстоятельства. породы собак, кому-то грумер вообще не нужен. А у нас нужен грумер. Мы ходим Ну, не раз каждый месяц. в 2-3 месяца. Ну, летом мы ходим чуть-чуть чаще, наверное, раз в 2 месяца. Ну, когда более холодные такие времена года, раз в 3 месяца, да? Шерстка его отрастает. Вот червячок этот, а? Лежи же и лежи. Ну и последняя категория – это кафе и развлечения. В прошлом году тоже ее не было. Ну, я не знаю, то ли Ну, мы не ходили, то ли прочее, наверное. мы просто отдельно не вбивали, потому что это было редко. Ну, подожди, я хочу добавить, что мы реально особо редко ходим в заведения, потому что нам вкуснее дома, интереснее. Как-то, я не знаю, вот мне... Это тупо сделать Да. суши дома лучше. Как-то вот меня не тянет идти в заведения, потому что, не знаю, ну, мне не тянет, а тебя? Иногда есть Ну, такое иногда, настроение, хочешь ну, сходить. Вот когда есть, мы идем. Есть смысл идти поесть то, что ты сам не сделаешь дома. Ну, Просто бургер, типа ты бургер, не хочется пиццу. это делать дома. Пиццу, понятно, тоже. Не, ну Суп. заведение, если там, знаете, что-нибудь типа итальянская кухня, там макароны, что-нибудь, так паста, ну не макароны, ну не знаю. Как-то ради этого не хочется. Ну, или польские Ну. блюда. Ну, когда-нибудь мы, может, и сходим. Но мы уже были. Ну, какие-нибудь фляки попробовать еще надо. Ну да, просто идти в заведение домашней еды, ну это вообще Ну, нет, глупость конечно. какая-то. Да. Доставки мы не заказываем Да. почти никогда. Ну как-то вот так привыкли уже готовить дома сам, мне всегда что-то вкусненькое готовить. Ну, как бы у нас Да. так выходит, ну, может, раз в месяц, иногда раз в 2 месяца мы куда-то ходим, Но, что-то попробовать, да. типа хот-пот или Но нам бургер. нравится азиатская вот эта тема, паназиатская, наверное, даже. Вот эта тема мы еще даже сами можем себе заказать какие-нибудь макароны вот эти сухие, сублимированные. Короче, все, что нам надо, мы просто себе заказываем. Мы в магазин не ходим, потому что мы все себе заказываем, и в заведение тоже не ходим. Мы сам себе готовим. Но при этом лень. на кафе и развлечения 114 злотых расходов есть. Плюс тут все-таки мы ходим. Тут еще вошла моя поездка на трансфестивале в Гданьск. И, ну, это заметно добавило в эту категорию. Ну, примерно вот такой у нас бюджет на месяц. В сумме вышло около 6200 злотых. Что-то как даже много. Как-то мне много, кажется, да. При этом мы не включали такие вот единоразовые расходы, типа установка брекетов, поход в автошколу, карта по быту, все оплаты мы тоже рассказывали подробно, но здесь мы не включали, потому что, ну, как бы это не ежемесячная трата. Да, она как бы бывает, но обычно это люди либо берут вот просто с зарплаты, либо собирают на это. Как в нашем случае, у нас просто был запас, который лежал именно на конкретно вот эту задачу. Поэтому, ну, мы как-то, учитывая ежемесячные траты, разбивать это на все месяцы странно было. Ну, тогда бы сумма средняя получилась бы еще Тогда больше, бы сумма, да, я посчитал и так, и вышло, что так сумма расходов со всеми вообще тратами вышла почти такой же, как и наш доход. Там 300 злотых в месяц разница. Хотя наш доход, вот я тоже посчитал, за год, сравнивая с прошлым ноябрем, вырос в 1,5 раза. Потому что добавилась Олина зарплата, моя выросла, плюс иногда там какие-то... плюс еще мы получили возврат налогов, там 1500 злотых. Это все тоже, если разбить по месяцам, то вот в 1,5 раза доход подрос. Но за этот же год, я тоже посмотрел статистику, курс доллара, например, к злотому вырос на 20%. Цены тоже все заметно выросли. И вот если даже сравнить, вот в прошлом видео мы посчитали, что у нас в среднем выходило 4900 трат в месяц, сейчас 6200, то есть тоже подъем где-то на 26%. Да, по сравнению с ростом доходов это все еще нормально. Но все равно... Ну да, рост он есть. И Расходы так бы выросли. средняя сумма на 20% была бы меньше, если бы не выросла. Не выросли цены.
Ну, при этом, да, нам что-то удается и откладывать. Иногда меньше, чем хотелось бы. Но все-таки в этом году у нас реально получилось очень много таких расходов. Ну, они как бы запланированы, но большие. Покупка чупи, брекеты, автошкола. Это в сумме уже... Lidl Mix, блин. Да, он тоже стоил немало, 2500. Ну, мы рассказывали, да, сколько мы отдали за него. Ну, это кажется, и так вот постепенно на что-то тратится лучше деньги. иметь, конечно, запас не только вот на что-то планируемое, но и хотя бы на месяц-два еще своей жизни. Да, Вот в нашем случае надо минимум 1012 иметь в запасе. Все, будем заканчивать на этой ноте хорошей. Все, что мы знали о наших доходах и расходах, Мы узнали всё много нового, рассказали, да. немножко расстроились. Да. Я надеюсь, что вам видео это будет полезно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Огромное спасибо еще раз за просмотр и пока-пока. До новых встреч.